Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, нежный, пропитанный торт, который называется «Дамские пальчики», но он будет сделан у нас очень простым способом. Для теста нам понадобится 100 мл воды и 100 мл молока. Можно использовать 200 мл молока или 200 мл воды. Сюда же добавляю 80 граммов сливочного масла, 3 чайные ложки соли и 3 чайные ложки сахара. Ставим на огонь и нагреваем, пока сливочное масло полностью растает, и потом наша смесь закипит. Кипятить не нужно, довести до кипения. Как только наша смесь начинает закипать, снимаем ее с огня. И добавляем сюда 120 граммов муки. Перемешиваем. Хорошенько перемешали, заварили муку. Посмотрите, нет у нас комочков сухой муки. И теперь снова возвращаем на огонь. И где-то вот так вот на среднем огне постоянно перемешиваем, провариваем где-то 2 минуты, пока вы увидите на дне мучной такой налет. Я вам его покажу. И вот смотрите, на дне кастрюли уже есть у нас вот такая мучная пленка. Мы можем снимать тесто с огня. Теперь перекладываю тесто в миску, чтобы оно быстрее остыло, так как мы будем сюда добавлять яйца. И чтобы они не сварились, нужно, чтобы тесто немножко охладилось. Теперь по одному добавляем яйца. Сначала вмешиваем одно, можно лопаткой, можно миксером, и только потом добавляем следующее. Вот такое у нас с вами получилось замечательное заварное тесто. На самом деле оно готовится очень легко и просто. И смотрите, характерный язычок или латинская буква В у нас тоже образовывается. Это означает, что у нас все с вами правильно, консистенция теста правильная. У меня стандартный противень от духовки. И я выкладываю его, то есть не его, а тесто на противень, выстеленный пергаментом. Если вы знаете классический рецепт торта «Дамские пальчики», то там тесто выкладывается или чайной ложкой, или при помощи кондитерского мешка в виде отдельных тонких пальчиков. Отсюда и название торта «Дамские пальчики». Но я предлагаю сделать намного проще. Вместо отдельных пальчиков выпекать один корж. Так получится и быстрее, и намного проще, потому что пальчиков получается много, и вам как минимум 2 раза нужно выпекать их, то есть 2 противня пальчиков. А так у вас один противень с тестом, и дальше вы все увидите, как будет просто и легко сделать торт. Шпателем намного удобнее распределять тесто по противню. И теперь выпекаем его при температуре 190 градусов 30-35 минут до красивого румянца. Посмотрите, какой у нас прекрасный, красивый, румяный получился корж. Теперь нарезаем его на кусочки. Посмотрите, какой он чудесный, воздушный получается внутри. Я сначала нарезаю на полоски и потом уже на квадратики буду нарезать. Также нам нужно, чтобы корж полностью остыл перед тем, как мы его смешаем с кремом. И теперь нарезаю на более маленькие кусочки. Очень интересно этим заниматься, приятно нарезать. Тесто вкусное, мягкое, нежное, ароматное. Здесь у меня 600 граммов сметаны, жирность 20% и выше. Добавляю пакетик ванильного сахара. Я добавляю сгущенное молоко, где-то 250 граммов. Вместо сгущенки можно добавить 250 граммов сахарной пудры. Перемешиваем, и наш крем готов. Как видите, вообще этот торт можно сделать без миксера. Единственный раз, когда я использовала миксер, это когда вмешивала яйца в крем, не в крем, а в тесто. Но в принципе это можно сделать лопаткой, не нужно даже использовать миксер, просто берете деревянную лопатку, ей будет удобнее, и вмешиваете яйца по одному. У меня диаметр формы 22 сантиметра, выкладываю сюда несколько слоев пищевой пленки. В крем перекладываю квадратики теста. Они уже должны быть абсолютно остывшими, комнатной температуры, не теплыми. Аккуратно перемешиваем, чтобы все кусочки теста покрылись кремом.
При этом слишком усердно не перемешивайте, чтобы тесто у вас не поломалось. И теперь выкладываю в подготовленную форму. Аккуратно вот так вот утрамбовываем, чтобы не было пустот. Можете даже пару раз ударить формой об стол. Выравниваем поверхность, чтобы все было покрыто у нас кремом. Все, супер. Накрываю пищевой пленкой и ставим в холодильник на стабилизацию на ночь. Ну или хотя бы минимум на 6-8 часов. Для глазури я беру 1 столовую ложку сметаны, столовую ложку сахара и половину столовой ложки какао. Вы можете сделать глазурь из шоколада, просто растопить его, добавить немножко сливочного масла, чтобы он был более пластичным, и сделать красивые узоры на торте. Я же очень люблю эту сметанную глазурь, поэтому решила приготовить ее. Ставим глазурь на маленький огонь, дожидаемся, пока она закипит, и снимаем с огня. И вот посмотрите, какая получается глазурь. Она очень вкусная, глянцевая, такого красивого шоколадного цвета. Для удобства перекладываю глазурь в кондитерский мешок. Посмотрите, какая она получилась густая. Кстати, еще сюда можно добавить маленький кусочек сливочного масла. Снимаю пищевую пленку. Посмотрите, как у нас уже хорошо впитал крем корж. И делаю вот так вот. Раскрываю форму. Сразу у нас торт опустился. Так, снимаю дно и снимаю пищевую пленку. Очень удобно. Посмотрите, как он уже прекрасно держит форму. Отрезаю кончик и делаем вот такие вот круговые рисунки на тортике. Хватит. Ну что ж, давайте отрежем кусочек. Торт очень мягкий и нежный. Самый ответственный и интересный момент. Посмотрите на эту роскошь. Какая же красота! Чудесно. Пробуем. Очень вкусный, нежный, тающий во рту с приятной кислинкой от сметаны. Такой нежный-нежный, ну просто божественно вкусный торт и такой простой в приготовлении. Даже миксер вам в принципе не понадобится. Обязательно приготовьте, порадуйте себя и свою семью. Все продукты доступны и рецепт тоже доступный. Всем пока, до новых вкусных рецептов.